Переходим сразу к ударам с нунчаку. Вот первые позиции. Как раз та ситуация, когда шнурок у нас натягивается. Мы стоим и двумя руками натягиваем шнурок, то есть создаем напряжение. Начинаем одной рукой тянуть в сторону. Видите? Шнурок, то есть я не так держу, а шнурок продолжает быть натянут. И теперь вот эту руку я просто опускаю. И второй рукой делаю рез. Да? Горизонтально. Не вот так вот, а горизонтально и максимально тянусь в сторону противника. Вытягиваюсь. Вытягиваюсь. Вот. Теперь не хватаю вот так. Я знаю, куда у меня прилетит нунчака. И я поэтому подставляю руку сюда и ловлю ее сразу. Пум. 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 Ловлю, натягиваю, перевожу это давление в другую сторону, делаю рез в другую сторону. Рез в другую сторону. Рез в другую сторону. Рез в другую сторону. Корпусом, да? Не рукой, а корпусом. Я режу. Почему я говорю рез? Потому что удар нунчаки это именно что рез. То есть это должен быть как из бо, например. Да, это должен быть не удар и отскок, потому что удар и отскочит она в вас. Вам нельзя этого допускать. Вам нужен быть удар, и потом вы это движение проводите дальше, как бы прорубая это движение. Идет удар и прорубание. То есть удар и прорубание, продавливание. Если вы будете просто ее бить, она вот как отскочит, ударится, так и отскочит в вас неконтролируемо. И травмирует. Этого нужно избегать. Поэтому движение с протяжкой мы всегда делаем. С протяжкой. Это нанаме у нас, не нанаме, это получается дзюдан горизонтальный. Теперь тот же самый принцип. Мы бьем либо в висок, либо это самый, конечно, безжалостный удар. То есть это 99% как бы летального исхода при попадании в голову. Еще может быть удар в шею и, скорее всего, удар в плечо. Да? Он более гуманный, хотя не менее жестокий. То есть рука, я думаю, сломается при сильном ударе. Вот. Нанаме, ключица, опять бьем вот сюда, да, через ключицу в район груди. Вот. Также вытягивая оружие. Теперь оружие у нас мы хватаем вот здесь, оно у нас прилетает к поясу, мы его здесь подхватываем. Натягиваем, режем. Натягиваем, режем. Натягиваем, рез. Натяжение, рез. И снаружи внутрь, да? Снаружи внутрь. Снаружи внутрь. Хорошо. Третья связка из 3 ударов. Это рез снизу по диагонали. То есть мы бьем в нижние ребра и поднимаем удар вверх. Потом мы по этой же траектории, только сверху вниз, бьем в ключицу и опускаем вниз. И потом вертикальный удар по голове. Получается вот такая комбинация. Раз, два, три. Вот смотрите, вертикальный удар. Я должен увести его после этого в сторону. Видите? Иначе может получиться вот такой вот конфуз. Это еще хорошо, если между ног пролетит, да, а еще он может же прилететь и точно в голень, и на этом все закончится, сами себя ударить. Нунчак в этом плане самое опасное оружие, оно легко может вас укусить. И делаю это, да, не кистью, вот в данном случае, не локтем, а всей рукой от корпуса. То есть это звенья цепи моей. То есть я работаю именно как цепью, всей цепью. Таз активно работает. Перехват делается таким образом. Я просто поднимаю оружие, закидываю вверх, да, выпрямляю его вверх. То есть не забрасываю его назад, а просто выпрямляю его вверх. Но не по центральной линии, да, где она меня может ударить, а в стороне. Пум, подставляю ладонь, хватаю, да, не хватаю, а подставляю ладонь, сжимаю. Завожу руку за голову, свес, делаю свес вниз, и после этого делаю с другой стороны. Раз, два, плавно, да, каждое движение должно быть плавно, то есть я каждое движение контролирую от начала и до конца. Нет такого движения. Видите, что происходит? Да, я в какой-то момент теряю контроль, и она может меня ударить. Не надо ускоряться, наоборот, чем плавнее движение, тем больше контроль, и тем в итоге оно будет мощное. Вот. Еще очень важный момент понимать, особенно когда у нас начинаются связки, это, кстати, касается любого оружия. Просто связка у нас первая появляется, да, в первом ходжунде в нунчаку. Вот эта вот связка из 3 ударов. Связка из 3 ударов это не то, что я подскочил к человеку и стою и молочу ему 3 ударами. Нет.
Это 3 разные цели, 3 разных противника. Этому я дал снизу, повернулся к следующему, дал его сверху, и еще тут один набегает на меня. Вот. Получается, у меня 3 полноценных мощных удара. Просто они идут последовательно. Не надо делать таким ощущением, что вы рубите одного человека, делаете мясорубку из него. Да, 3 разных противника. Пам, пам, пам. Тогда все удары у вас будут четкие и скоординированы. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Четвертое движение я называю его движением Брюса Ли, да, потому что это знаменитое вот это вот. Вот. Забросил, просто положил на плечо. Мягко, видите, она болтается. Подбросил, и здесь я прижал одну часть подмышкой. И опять натянул, да? Обязательно натянул. Создал напряжение, и после этого подмышку просто отпустил, и она вылетела вперед. Бросок вперед. То есть не удар, старайтесь это делать не как удар сверху вниз, а как именно бросок вперед. То есть она летит вперед. Понятно, что она будет лететь вот по такой траектории, но вот именно, чтобы она летела. То есть это не удар сверху по голове, это бросок вперед, как ски. Пам, пам, пам. Заброс опять, и здесь идет перехват. Вот это движение можно делать как короткий удар, да, когда вы двигаетесь навстречу. Но сейчас мы не будем делать акцент на ударе, мы делаем просто как бы смену хвата. Пам, пам, в другую сторону. Пам, пам. И пятое движение – это связка из 5 ударов. Она похожа на третью, но добавляется в среднюю еще 2 элемента. То есть удар идет снизу вверх, опять же, нижние ребра поднимаешь. Потом сверху вниз, ключица опускающие. Потом мы меняем направление, да, и бьем уже с другой стороны сверху вниз. Потом бьем горизонтально в ребра и по голове. Я это называю портупея. Да? Представьте себе офицера царской армии. У него было две лямки, пояс и фуражка, ремень, да? И вот мы делаем такую портупею, то есть мы делаем лямка, с обратной стороны та же лямка, другая лямка, пояс и сверху фуражка. Пам, 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 пам. И вот здесь мы делаем перехват за спиной. Как мы его делаем? Мы просто вдоль позвоночника спокойно поднимаем. Не бьем, да, а спокойно вытягивая, опускаем. Видите, она ложится точно на позвоночник. То есть я знаю, куда она ляжет, поэтому я там уже держу руку. Вот. Потом просто перехватываю. Вот такой перехват. Получаем. Раз, два, три, 4, 5. Перехват. Но если я здесь вытащу руку, то у меня пропадет, да, момент для удара. И мне придется как бы начинать его сначала. Поэтому я делаю вот так. Я делаю смену, вывожу руку и закручиваю оружие, делаю дополнительный полукруг. И уже после этого полукруга у меня удар выходит в связку. Старайтесь сделать каждый удар полноценным, да, не мясорубку ставить, а каждый удар во всю мощь. Тогда вы будете хорошо чувствовать оружие. Тогда оно будет по-настоящему опасным в ваших руках. Не только для вас, но и для противника. Вот так.